Консорциум по охране здоровья и правам заключенных был сформирован в 2018 году для продвижения и защиты прав заключенных тюрем Европы с фокусом на доступ к медицинским услугам. Аналитический отчет о мониторинге нарушений прав. В 2022 году в состав PHRC входят 4 международные НПО. European Prison Litigation Network, Harm Reduction International, Health Without Barriers, and UNMODE. В 2023 году UNMODE проводил ежегодный мониторинг случаев нарушений прав заключенных в тюрьмах 5 стран – Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси и России. Приоритетные направления для работы в 2023 году. Выявление и документирование случаев нарушения права на доступ к освобождению из мест лишения свободы по медицинским показаниям для заключенных, употреблявших наркотики, живущих с ВИЧ или другими заболеваниями. Выявление и документирование случаев нарушения прав на доступ к гражданской медицине для заключенных, употреблявших наркотики. Выявление и документирование случаев непредоставления адекватной медицинской помощи людям, употребляющим наркотики в состоянии абстинентного синдрома с момента их фактического задержания. За период 2023 года было проведено 521 мониторинговых опроса. 503 мужчины и 18 женщин от 18 до 67 лет. 467 человек на момент проведения опроса находились в местах лишения свободы. 495 считают себя активными потребителями наркотиков. Задокументировано 34 случая нарушения прав, имеющих перспективу рассмотрения в международных инстанциях, так называемые стратегические кейсы. 9 кейсов в Украине, из них 2 по доступу к гражданской медицине, 1 по освобождению в связи с тяжелым заболеванием и 6 по непредоставлении надлежащей медицинской помощи. 3 кейса в Молдове по освобождению в связи с тяжелым заболеванием. 2 кейса в Беларуси по непредоставлению надлежащей медицинской помощи. 20 кейсов в России, из них 10 – это граждане Украины, содержащиеся в местах лишения свободы, а также насильственно перемещенные в Россию. Все 10 кейсов по непредоставлению надлежащей медицинской помощи, в том числе лечения и диагностики ВИЧ-инфекции. Подано 4 жалобы в комитеты и специальные процедуры органов ООН. По 2 индивидуальным жалобам комитеты вынесли рекомендации России о применении срочных мер в отношении заключенных. Это является уникальным для правозащитных российских организаций опытом. Правозащитники приняли участие в 41 судебном заседании. 2 человека были освобождены от наказания по решению суда. 452 человека заявили, что в отношении них были совершены неправомерные действия. У 437 человек такие действия совершались начиная с 1 января 2023 года. Непредоставление медицинской помощи – 369 человек. Оскорбления – 332 человека. Угроза причинения вреда здоровью и другие – 314 человек. Нарушение права на телефонные переговоры – 174 человека. Отказ от предоставления медицинской помощи в гражданской больнице – 170 человек. Незаконное выдворение в более строгие условия содержания – 222 человека. Невозможность подать жалобу или обращение – 154 человека. Отказ в наркологической помощи при абстинентном синдроме – 155 человек. Допросы в состоянии абстинентного синдрома – 114 человек. Побои – 149 человек. Ниже приведены высказывания опрашиваемых, конкретизирующих нарушение права на здоровье. Орфография и пунктуация сохранены. Пытали. Вешали 1 килограмм 250 грамм. Мое было меньше, может грамм 600. Одевали пакет на голову. Бит. В момент содержания в ЕВС применялось физическое насилие, побои. Сотрудники ждали 2-3 дня и начали допрос в состоянии абстинентного синдрома. Предлагали дозу. В этом состоянии ты по-любому признаешься даже не в своем преступлении. При представлении на суде доказательств, что это не твое преступление, поскольку допрос проводился в состоянии абстинентного синдрома. Из 100% только 15% доказывают свою правоту, а в остальном слушают сотрудников и не верят нам. Поэтому приходится сидеть из-за невозможности доказать свою невиновность. Я родила в местах лишения свободы. Доступ скорой помощи был затруднен. Отношение персонала отвратительное. Я родила, и меня через 3 часа увезли обратно в колонию. Я не могу встать в программу ООЗ без того, чтобы не подвергнуть свою жизнь и здоровье опасности. В этом сговоре участвует администрация тюрем и тюремная субкультура, так называемый Бладкомитет. Вместе деньги делают и немалые. И вроде программа есть, но через табуретки, разбитые об голову. Все данные о людях в отчете приведены анонимно. Все подтверждающие документы имеются в наличии у UNMODE. Мониторинговый отчет UNMODE за 2023 год выявил значительные проблемы в сфере соблюдения прав заключенных в Грузии, Украине, Беларуси, Молдове и России. Основные проблемы включают нарушение права на здоровье и медицинскую помощь, особенно среди осужденных, употребляющих наркотики и живущих с ВИЧ. На основе проведенного мониторинга UNMODE в 2023 году предлагает следующие рекомендации. Улучшение доступа заключенных к медицинской помощи, особенно для тех, кто живет с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями.
Реформирование уголовного законодательства, особенно в отношении политики по наркопреступлениям и условий содержания под стражей. Обеспечение защиты прав заключенных и прекращение практики насилия и дискриминации в тюрьмах. Разработка и внедрение программ снижения вреда и психологической поддержки для осужденных. Повышение уровня информированности заключенных о мерах по профилактике заболеваний и доступных медицинских услугах. Мы продолжаем.